Доброго времени суток, дорогие наши зрители. Очень хотелось бы обратиться и к подписчикам, но где же вы, дорогие наши? Мы стараемся для вас и ради вас, а вы не подписываетесь. Ребятки, нам нужна ваша поддержка, ваши советы, ваша критика. У нас в планах действительно много разнообразных проектов, которые мы уверены, что должны вам понравиться. А их у нас будет на любой вкус. Пока не будем открывать все карты, просто подписывайтесь и следите за нашим каналом. А мы, в свою очередь, будем радовать вас новыми видеороликами и, конечно же, всегда прислушиваться к вашим пожеланиям. Хотим еще сказать, что частый выход серии роликов с кладбищами связаны с режимом самоизоляции, так как до недавнего времени только в этих местах не было слежки и все было спокойно. Но с недавних пор у нас закрыли и кладбища, теперь и их патрулируют. Так что, к сожалению, в ближайшее время, пока длится самоизоляция, возможности снимать что-то бомбическое не будет. Но мы все равно что-нибудь обязательно придумаем. Поэтому, народ, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал «Пара нормальных блогеров», комментируйте, ставьте лайки. И как только закончится эта эпидемия, поверьте, вас ждет нечто такое, о чем не снимал ни один блогер. Будет очень интересно. Ну а сейчас желаем всем увлекательного и нескучного просмотра. Всем доброго времени суток! Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Пара нормальных блогеров». Всем большой привет! Мы сегодня находимся на пороховом кладбище города Казани. И хотим немножко вам рассказать о нем и показать. Мы сейчас находимся в очень старом районе Казани. Это пороховая слобода, которая начала формироваться в конце XVIII века. Когда в 1788 году был основан Казанский пороховой завод, который существует и действует по сей день. Этот район в те времена находился в отдельной части города, то есть он был гораздо дальше всех остальных, поэтому здесь и сформировали в те годы это кладбище. И, собственно, назвали его пороховым. До Великой Отечественной войны это кладбище было чисто мусульманским. Но в данный момент мы находимся на православном. Мусульманское, оно, покажи, Тань, рукой. Вот там, оно дальше, туда, в ту сторону находится. Может быть, мы с вами... Да, мы еще пройдем, наверное, с вами к нему. Там в конце мусульманского кладбища находится современная мечеть Рамазан. Во время войны там был организован военный госпиталь, и всех умерших военнослужащих, независимо от вероисповедания, стали хоронить на этом кладбище. Сегодня со стороны христианской части, то есть с этой стороны, где мы сейчас с вами идем, была построена православная церковь. И году это к 2015-2016 городское управление поговаривало о том, чтобы возобновить здесь захоронение. Но, слава богу, дальше разговоров дело не зашло, так как на дворе уже 2020 год, а ос и ныне там, как говорится. Хотя, как поговаривают, что и сейчас самовольно производят захоронения. И первый случай был выявлен тоже где-то в 2015 году. И затем было еще несколько захоронений. Мы сегодня пройдемся по кладбищу и постараемся найти реальное доказательство того, что это действительно так. И если нам удастся найти современное захоронение, то, скорее всего, там мы проведем наш эксперимент с тишиной. К слову, хочу заметить, что хоть это кладбище и считается недействующим, а некоторые даже говорят, что оно заброшено. На первый взгляд, может и действительно так показаться, потому что, по идее, оно так и есть. Например, заброшенные могилы, перекошенные кресты, упавшие памятники и сломанные ограды. И мало этого, еще всю эту картину атмосферненько так дополняют разросшиеся повсюду кусты, огромные старые деревья
Причем многие из них просто сломались и упали на ограды и, соответственно, снесли все на своем пути. Но, тем не менее, это кладбище до сих пор официально не является закрытым. Да, и, конечно же, помимо историй, таких вот обыденных, есть здесь и своя мистическая легенда. И о ней я вам сейчас тоже поведаю. Итак, как видите, со всех сторон это кладбище обнесено многоэтажными домами. А вот в той стороне там гаражи и частный сектор. То есть здесь повсюду живут люди. И вот жители этих домов рассказывают, что с балконов нередко можно увидеть, как по кладбищу перемещаются блуждающие огоньки, а также на самом вот здесь погосте обитают какие-то необычные животные, что ли. Вот. По ночам в воздухе летают сверкающие шары. Ну, что касается привидений, так к ним здесь, как говорят, в этих местах уже давным-давно привыкли. Ну, мы с вами, наверное, сегодня и проверим эту легенду. Если здесь действительно что-то обитает, водится и прочее, то, наверное, мы должны это увидеть. Ну, по крайней мере, мы должны это заснять. Я думаю, что мы днем проведем эксперимент с тишиной. Итак, дорогие друзья, мы решились на ночной эксперимент. Света уже сказала, что сейчас мы проведем дневной, такой же мы решили устроить и ночью. Дождемся темного времени суток и посмотрим, что из этого получится. Так что не пропустите, самое интересное вас ждет впереди. Ну да, мы решили посмотреть, какой эксперимент будет эффективнее, дневной или ночной. Сейчас мы немножечко вам покажем само кладбище. Оно действительно очень интересное. Очень много старых памятников. Очень много старых захоронений, которые действительно впечатляют своей атмосферностью, скажем так. Старина, она всегда впечатляет. Ну, пойдемте немножечко пройдем, а дальше проведем эксперимент. Вот мы немножечко прошли, ну, я не знаю, метров, наверное, 10 от христианского кладбища, от православного. И попали, собственно, на мусульманское кладбище. Границ между этими двумя кладбищами никаких нет. Ну, скажем так, просто проходит вот такая вот тропинка, потому что по правую сторону православные, и по левую сторону уже мусульмане. Эх, друзья, упустила я этот момент. Да, ну вот, собственно, ворона, к сожалению, улетела. Только что она сидела прямо на ветке над этой могилой. Я думаю, что можно попробовать здесь провести эксперимент. Все-таки не зря ворон считают какими-то мистическими птицами. Их, ну, как частенько причисляют к колдуньям там, прочим, короче, все, что с этим связано.
посмотрите. Вот там. Вон там шалаш. Там живут бомжи. Я не знаю, как вам показать. Вот там. Короче говоря, там уже который год живут бомжи. И зимой, и летом жгут костры. Вот там, видите, я не знаю. Просто, наверное, плохо видно. Плохо видно этот шалаш, но там шапочки даже видно их. В общем, как-то так. Они зимой жгут костры, ну, когда холодно, греются у костров. Вот как-то живут, как-то привыкли. Вот такой вот образ жизни. Ребят, смотрите, мы сейчас шли и наткнулись вот на такую вот интересную тумбу. Мы не знаем, что это. Может, кто знает, пишите в комментариях. Вот посмотрите, мы сейчас шли и наткнулись вот на такой памятник. В ней светлый разум сочетался с прекрасной русской душой. И вот с этой стороны написано, что это была учительница. Рябинова Александра Ивановна, да? Вот. Да, и самое интересное, что здесь какая-то лента была приклеена. Посмотрите, там написано Следственный комитет при МВД России. Интересно, интересно то, какое отношение имеет эта лента вот к этому памятнику. Может, есть у кого какие догадки? Напишите в комментариях. Вот еще тоже, посмотрите-ка, нашли. Интересно. Такая трапециевидная глыба. Это что? Это гранитная, наверное, да? И на ней нанесены буквы, но гравировки самой нет. Она отсутствует. Что это такое вообще? Почему? Кто-то не доделал? Буквы? Нет. Посмотри, нанесли, но не сделали гравировку. То есть это просто недоделанный памятник. Кто-то оставил его здесь. Ограда вроде есть, смотри. Вот посмотрите. Кому-то же делали этот памятник. Если есть какие-то догадки, тоже расскажите, прокомментируйте. Нам интересно. Возможно, тут, конечно, и есть могила. Либо, может быть, хотели поменять, но денег не хватило, к примеру. Итак, дорогие друзья, мы пришли уже к выходу, собственно, где мы пытались найти свежую могилу. Пока еще поиски наши ничем не увенчались, потому что, ну, честно говоря, мы немножко боимся вот там ходить. Все-таки это близко к жилой зоне и близко к забору. Но мало ли проедет патруль. Поэтому палиться не будем, и мы решили остановиться на этом месте. Здесь уж 100% есть какая-нибудь свежая могила. Ну, в этой области конкретно. Будет возможность, при первой же возможности сходим, поищем. Скорее всего, ночью, потому что лишний раз попадаться, повторяемся, не хотим. А причина тому карантин. Как все уже, наверное, знают, всемирно вот этот вот дурацкий коронавирус. Скорее придем ночью, и ночью там проведем эксперимент. Ну, как и хотели. А сейчас здесь, наверное, просто поставим неподалеку. Ну все, тогда, Свет, ты ставь оборудование. Я послежу, чтобы все было чисто, хорошо. Без палева. Без палева, да. Давай, погнали. Если здесь есть духи, которые хотят нам что-то сказать, можете говорить. И еще у нас есть к вам вопрос. Если можно, ответьте, пожалуйста, когда закончится эта эпидемия?
Ну вот мы, собственно, прошлись подальше, поглубже этого кладбища. Вот прям здесь вот находятся дома, там тропинка, а вот захоронение. Вот, 2018 года. Так что вот она, свежая могилка, как, в общем-то, и говорили. Вот она здесь одна, больше мы не нашли. Ну, дальше идти, там, я не знаю, там такие непролазные дебри. Ну, посмотрим, в общем. Но вот самая свежая, 18-го года. Так что вот так. Нашли. Пошли, да. Да. Ну что, пошлите пока. Будем ждать, когда стемнеет. Плавно перемещаемся в ночное время. Наши дневные эксперименты закончены, но мы не прощаемся. Увидимся мы с вами уже ночью. Еще, да? Да. Но мы сюда вернемся ночью, проведем еще один эксперимент и посмотрим по результатам. Все самое интересное, как всегда, увидите в конце видео. Поэтому никуда не уходим, продолжаем смотреть.